Так, господа, ну и давайте по российскому рынку тоже быстренько пробежимся. Значит, смотрите, по Тинькофф. Ну тут все, как бы еще раз говорю, все завязано, безусловно, на Джексон Холле. Все ждут именно решения, что будет там. Сейчас вот обратите внимание, немаловажный момент, что происходит в Тинькове. 2654 он закрепляет. Да, у него не удалось пробиться на 2920, туда, в сторону 3000, но и не падает он, видите, то есть 2640 там, вот он держит. И это говорит о том, что все-таки он пытается вот здесь вот закрепиться. Не падать на 2400, а попытаться закрепиться. В границу минимальных цен его здесь ну, скажем так, вытесняли, не удалось пройти. Вот сейчас, собственно говоря, постепенно пытается в них закрепиться, но опять же на нижней границе. В общем, надо продолжать, скорее всего, ждать движения в сторону 2920. Но если все-таки он не удержит по каким-либо причинам вот этот 2,640, да, то есть вероятность ухода на 2,560 и потом с возможностью на 2,400. Ниже 2,400 вряд ли. Сбер, наконец, у нас тоже пошел вверх. Долго он ждал, вот здесь вот удерживал в районе 127 и ниже 124. И вот сейчас попытка выйти на 130. На самом деле, я так понимаю, что это все еще будут, вероятно, попытки выйти на 134-135, вот в эту зону. И в итоге, естественно, это к первому кварталу, он может быть даже чуть пониже потом будет. Но, как я и говорил, выше этой зоны пока это будет вряд ли происходить. Скорее всего, просто идет удержание того же уровня в районе там 127. 127, 125, вот эта вот зона, вот ту, которую он, собственно говоря, пока держит. Парус нефти, господа. Здесь, в принципе, нефть пошла у нас, как мы видим, по ценам вверх. Роснефть тоже немножко ожила, но, опять же, все это пока достаточно ограничено. Поэтому, я думаю, Роснефть пока не будет пробивать 355 где-то, да, 354. Вот. Но если нефть пойдет в сторону сотки, то есть вероятность подняться на 362, и, возможно, будут попытки к первому кварталу. Скорее всего, пока до 360, выше вряд ли. По «Газпрому», ну, я уже говорил, что там ситуация неоднозначная, есть вероятность его остановки, там потому что проблема с этой турбиной, и вообще как бы с Европой там целая история, пока мы не получим каких-то конкретных доказательств, подтверждений, что, собственно говоря, дальше никаких санкций не может быть введены. Естественно, «Газпром» не даст заполнять хранилище, собственно говоря, Европы, да. Поэтому тут надо учитывать этот момент. Естественно, это все влияет тоже на стоимость, ну, скажем, акций, да. В районе 190 пока пробоя не будет, мы 200 не увидим. Но в итоге, я думаю, что рано или поздно мы вернемся, естественно, за 200 и за 220. Вот этот диапазон я жду по «Газпрому» однозначно. По, собственно говоря, Озону. Озон у нас также продолжает удерживать 1400, ждет данных по своему, скорее всего, отчету. Ничего тут не поменялось. Видно, что динамика продолжает нарастающая, постепенно уходить уже на 1498 цели уходит. То есть все идет в район 1500, вот ровно там, где вот в свое время он свалился. Вот. Но это пока, как говорится, все равно выжидательный рейндж, и ниже, естественно, 1240 падать он не должен, надо будет смотреть за этим. Яндекс, наконец, пробил 2000, пробил, пошел. Ну, и я так понимаю, что теперь это до 2150. Выше пока вряд ли. Скорее всего, конечно, идет попытка вернуться вот на этот уровень, 2300, который здесь, получается, проходит исторически. Вот к нему он, скорее всего, идет в обратную дорогу. Значит, поле у него сейчас также попытки удержать пока недельную коррекцию. Даже выше, чем месячную закрепляет. Но 400 пока не обоснован, пока пробить не может. Как появится основание, соответственно, пойдет. Скорее всего, это будет уже, наверное, после Джексон Холла, я так думаю. Норильский никель та же история. Ну, в принципе, российский рынок сейчас подрастает за счет все-таки восстановления цен на нефть. А ОПЕК, я думаю, дал хороший сигнал, если они будут снижать добычу. Значит, Норильский никель пока пытается пробиться в районе 1570, да, вот он у него здесь как раз прям поддержка по тренду, но на самом деле все это дорога лежит на, на 16 400, простите, пытается пробиться на 15 700, а вообще на самом деле дорога идет на 16 400, вот сюда, цели здесь все есть. Первый квартал находится чуть выше, на 17 200. Ну вот в эту зону как бы будет восстановление. В целом, естественно, общий сценарий это возврат за 18 500. Пока, конечно, это маловероятно, но надо будет за этим наблюдать. То есть постепенный процесс, скорее всего, восстановления вот сюда произойдет. На этом, господа, все. Опять же, дальше все уже в прямом эфире. И по большому счету, конечно, все равно ждем, прежде всего, Джексон Холл.
Сейчас вот будут выходить постепенно данные в Америке, индекс деловой активности, продажного жилья. Посмотрим, что будет там.